Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. 15 невероятно полезных свойств кунжута. Кунжут относится к ценным продуктам питания. Благодаря его регулярному употреблению в пищу человек может добиться следующих эффектов. Белок. В 100 граммах семян содержится 18 граммов белка, что составляет 32% от суточной нормы для взрослого человека. В стандартной дозе 30 грамм содержится 5,5 грамм белка. Чтобы максимизировать усвоение белка, выбирайте жареные семена кунжута. Процессы шелушения и обжарки снижают содержание оксалатов и фитатов, соединений, которые препятствуют пищеварению и усвоению белка. Однако нужно помнить, что в кунжуте мало лизина, аминокислоты, которые достаточно содержатся в животной пище. Если вы не едите мясо, то вы можете компенсировать его недостаток фасолью и нутом. А с другой стороны, семена кунжута содержат большое количество метионина и цистеина, двух аминокислот, которые бобовые не дают в достаточных количествах. Хороший источник клетчатки. Всего 3 столовые ложки в день, 30 грамм, обеспечивают нас 3,5 граммами клетчатки, что составляет 12% от суточной нормы. Профилактика диабета. Потребление кунжута помогает не допустить резкого повышения уровня сахара в крови, поэтому риск развития диабета снижается. В 2011 году в американском журнале клинического питания была опубликована интересная заметка. Ученым, проводившими наблюдения за пациентами с сахарным диабетом 2 типа, удалось установить, что пероральный прием кунжутного масла позволяет повысить эффективность терапии глиботоспособамидом, препарат для лечения диабета. Кроме того, семена кунжута содержат пинорезинол, соединение, которое регулирует уровень сахара в крови, ингибирует действие пищеварительного фермента мальтазы. Профилактика болезней сердца и высокого давления. Экспериментальным путем было доказано, что в кунжуте содержатся лигнины, которые помогают регулировать уровень холестерина и артериального давления. Лигнины и фитостеролы позволяют контролировать повышение значений холестерина в сыворотке крови и в печени. Поэтому врачи рекомендуют принимать кунжут пациентам с высоким риском атеросклероза. Благодаря сезамолу в крови не формируются сгустки, в сосудах не образуются тромбы. Значение имеет алоиновая кислота, которая также содержится в кунжутном семени. Она способствует снижению уровня вредного холестерина в крови и повышению уровня полезного холестерина. У людей, которые часто употребляют кунжут, уменьшается вероятность развития ишемии коронарных артерий. Было проведено исследование, в котором приняло 38 человек с повышенным содержанием холестерина в крови. Они ежедневно употребляли 40 граммов семян кунжута в течение 2 месяцев. У них наблюдалось 10% снижения плохого холестерина ЛПНП и 8% снижения триглицеридов по сравнению с группой, получавшей плацебо. Профилактика рака. В кунжутном семени содержатся вещества, которые не дают раковым клеткам размножаться в организме. В первую очередь, это возможно благодаря магнию и особому соединению под названием фитат. Полезен кунжут для кишечника, так как позволяет снизить риски развития колоректального рака. Защита ДНК от разрушающего действия радикалов. Этот полезный эффект обеспечивается сезамолом, который содержится и в сменах, и в масле кунжута. Кроме уничтожения свободных радикалов в организме, сезамол полезен для селезенки. Поддержание здоровья костей. Семена кунжута помогают не допустить развития остеопороза, так как в высоких концентрациях содержат кальций и цинк. Поддержание работы органов ЖКТ. Кунжутное семя содержит пищевые волокна, которые необходимы для нормального функционирования кишечника. Клетчатка способствует очищению органа, выведению из него каловых масс и вредных соединений. Кунжутное семя включают в рацион для профилактики запоров. Уменьшение болей в суставах, вызванных ревматоидным артритом. Медь, содержащаяся в кунжуте, обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Это позволяет уменьшить интенсивность боли и отека в области пораженного сустава, а также укрепить костную ткань и сосуды. Есть исследование, в котором люди с заболеваниями почек съедали смесь из 18 граммов семян льна и 6 граммов семян кунжута и тыквы ежедневно в течение 3 месяцев, и их маркеры воспаления снизились на 51–79%. Это исследование, конечно, не указывает именно на то, что кунжутные семена сыграли главную роль, однако некоторые эксперименты на животных с участием кунжута подтверждают этот факт. И еще одно исследование, которое продолжалось в течение 2 месяцев. Люди с артритом коленного сустава ели 5 столовых ложек 40 граммов порошка семян кунжута ежедневно вместе с лекарственной терапией.
Они испытали уменьшение боли в колене на 63% по сравнению с уменьшением только на 22% в группе, получавшей только лекарственную терапию. Кроме того, группа семян кунжута показала большее улучшение в простом тесте на подвижность и большее снижение некоторых маркеров воспаления по сравнению с контрольной группой. Профилактика поражения органов дыхательной системы. В семенах содержится магний, который снижает риск развития бронхиальной астмы и других заболеваний, связанных с обструкцией бронхов. Поддержание здоровья ротовой полости. Употребление семян и масла кунжута позволяет не допустить размножения во рту стрептококков, а также способствует отбеливанию зубов и удалению зубного камня. Поддержание здоровья нервной системы. Кунжутное семя является отличным природным антиоксидантом. Магний и кальций способствуют улучшению передачи нервных импульсов. Тиамин обладает седативным эффектом, триптофан усиливает выработку серотонина. Благодаря регулярному употреблению кунжута в пищу удается нормализовать сон, а также избавиться от стресса. Профилактика заболеваний щитовидной железы. Данный орган нуждается в меди, цинке, витамине В6 и особенно в селене. Ваша щитовидная железа содержит самую высокую концентрацию селена среди всех органов вашего тела. Этот минерал играет жизненно важную роль в выработке гормонов щитовидной железы. Все эти вещества содержатся в кунжуте, включая 18% суточной нормы селена. Источник витаминов группы B1, B3, B6. Что интересно, очищенный кунжут содержит чуть больше витаминов, чем неочищенный. 30 грамм кунжута удовлетворяет 10-20% суточной нормы тиамина, ниацина и витамина В6. Укрепление иммунитета. Семена кунжута являются хорошим источником нескольких питательных веществ, которые важны для функционирования иммунной системы, включая цинк, селен, медь, железо, витамин В6 и витамин Е. Имейте в виду, что даже небольшой дефицит цинка может ухудшить деятельность иммунной системы. Польза кунжута для женщин. Кунжут полезен для женского здоровья. Он помогает укреплять ногти и волосы, ускоряет обменные процессы в организме, а также обладает уникальным свойством заменять женские половые гормоны. Семена кунжута содержат фитоэстрогены, растительные соединения, похожие на гормон эстроген. Поэтому его полезно употреблять в пищу женщинам в период менопаузы, а также пациенткам с гормональным дисбалансом в организме. Более того, эти соединения могут снизить риск некоторых заболеваний, таких как рак молочной железы во время менопаузы. Такое заболевание, как витилиго, чаще всего поражает именно представительниц слабого пола. У больных на коже появляются депигментированные участки белого цвета. Кунжут помогает остановить процесс исчезновения меланина. Известно, что после наступления климакса в костной ткани начинают происходить патологические изменения. Из нее вымывается кальций, в результате чего развивается остеопороз. Кунжутное семя является источником этого микроэлемента, а также сезамина, который оказывает прямое влияние на остеобласты, стимулируя экспрессию основных генов и ключевых ферментов в процессе минерализации костей. Поэтому его обязательно нужно употреблять в пищу всем женщинам старше 45 лет. В Южной Корее используется экстракт кунжутного семени для стимуляции менструального кровотечения. Польза кунжута для мужчин. Кунжут не следует игнорировать мужчинам, которые заботятся о здоровье своей половой системы. Этот продукт является природным афродизиаком, позволяющим повысить либидо. Чем чаще мужчина употребляет кунжутное семя, тем ниже у него риск развития болезней сердца. Кроме того, продукт помогает мышцам быстрее восстанавливаться после физических нагрузок. Польза при беременности. Если беременная женщина здорова, то она может время от времени употреблять кунжутное семя. Разрешено включать его в рацион, начиная со второго триместра беременности. Злоупотреблением кунжутным семенем во время беременности может стать причиной повышения тонуса матки, так как он влияет на половые гормоны. Беременным женщинам полезно употреблять кунжут в пищу, так как он позволяет добиться следующих эффектов: успокоить нервную систему. Любые волнения женщинам в положении категорически противопоказаны. Укрепление зубов и костей будущей матери. Помощь в формировании скелета ребенка. Обогащение грудного молока кальцием. Укрепление иммунной системы. Как принимать кунжут? Как и сколько есть? Кунжут в необработанном виде содержит фитиновую кислоту. Она приводит к вымыванию кальция и железа из организма. Чтобы убрать фитиновую кислоту из семян, их нужно проращивать, замачивать, обжаривать или ферментировать. Чтобы полностью избавить кунжут от фитиновой кислоты, его нужно выдерживать в воде не менее 10 часов. Разрушить фитиновую кислоту можно следующими способами: вымачивание в воде. Семена замачивают вечером, утром воду сливают, кунжут промывают и сушат.
Вымачивание в воде с небольшим добавлением уксуса или сока лимона. При таком способе обработки достаточно 2 часов, чтобы избавиться от фитиновой кислоты. Прогрев семян. Чтобы не разрушить полезные вещества, которые содержатся в кунжутном семени, нужно обрабатывать их не дольше 2 минут. Во время прокалки их следует непрерывно помешивать. Масло или другую жидкость в сковороду не добавляют. Также одно исследование показало, что прорастание снижает концентрацию фитата и оксалата примерно на 50% в кунжутных семенах. Обработанное семя можно употреблять в пищу, не опасаясь того, что оно нанесет вред здоровью. Семечки добавляют в салаты с овощами и фруктами, в смузи, в выпечку и супы. Из семян кунжута делают тахини. Эта паста становится основной для приготовления хумуса или орехового соуса. Как есть кунжут, чтобы усваивался кальций? Чтобы кальций из кунжутного семени хорошо усваивался организмом, необходимо соблюдать следующие условия. Организм будет воспринимать кальций только при условии, что человек не страдает от дефицита витамина D. В пище его содержится мало. Поэтому в ясную солнечную погоду необходимо как можно чаще выходить на улицу, позволяя солнечным лучам попадать на кожу. Либо принимайте витамин D в жидкой форме по 500-2000 м в день. Безопасная дозировка суточная 5000 м и более. Кальций хорошо усваивается, если человек употребляет в пищу продукты, богатые фосфором. Его много в рыбе, в морепродуктах, твороге и зелени. Поэтому можно сочетать кунжутное семя с этими блюдами. Организм будет плохо воспринимать кальций, если кислотность желудочного сока повышена или понижена. Поэтому для его нормального усвоения необходимо следить за здоровьем пищеварительной системы. Кальций активно вымывается из организма, если человек испытывает тяжелые физические нагрузки. Отказываться от них не следует, они просто должны быть умеренными. Выводить из организма кальций могут такие продукты, как соль, шпинат, щавель. Способствует потере этого ценного микроэлемента кофе и газированные напитки. Поэтому при дефиците кальция от них нужно отказаться. Сколько кунжута можно съедать в день? Если человек не страдает от каких-либо проблем со здоровьем, в день ему можно съедать 3 чайных ложки семян, около 30 граммов. Это позволит получить из продукта максимум пользы и не нанести вреда здоровью. В кунжутном семени содержание белки, жиры, углеводы представлено в соотношении 14:78:9. Известно 35 видов кунжута. Семечки отличаются по цвету, они могут быть желтыми, коричневыми, белыми, красными и черными. В зависимости от сорта кунжута будут различаться его вкусовые качества. Черные семена обладают выраженным ароматом, горьковатым привкусом и не нуждаются в предварительной очистке. Белый кунжут не имеет такого сильного запаха. Перед употреблением в пищу такие семена нужно очистить. Черные семечки являются источником железа, поэтому их часто используют для достижения лечебных целей. Такой продукт показан к употреблению в пищу людям, страдающим анемией. Белые семена включают в меню для борьбы с запорами. Черные семена помогают улучшить вкусовые качества десертов и салатов. Белые кунжутные семена добавляют в выпечку. Уникальные особенности кунжутного масла. Кунжутное масло получают из обжаренных и необжаренных семян. Если исходный продукт не подвергался термической обработке, то масло будет иметь насыщенный цвет и выраженный аромат. Масло используют как продукт питания, его применяют в косметических и лечебных целях. Польза масла для организма человека. Кунжутное масло. Повышение скорости регенерации тканей. Для достижения этой цели масло принимают внутрь и используют его как наружное средство. Борьба с кожными заболеваниями. Масло применяют для лечения серьезных патологий, например, для избавления от псориаза. Профилактика запоров. Прием кунжутного масла позволяет справиться с непроходимостью кишечника. Защита от ультрафиолетового облучения кожи. Нанесение кунжутного масла на кожу и волосы позволяет избежать повреждения их структуры вредными лучами. Кунжутное масло обладает SPF 4. Продукт способствует ускоренному росту волос, если наносить его на кожу головы. Используют масло для восстановления поврежденных и ослабленных волос. Избавление от перхоти. Для этого нужно втирать масло в кожу головы каждый вечер, а утром смывать его водой. Чтобы справиться с проблемой, потребуется курс, состоящий из 30 дней. Избавление от трещин на пятках и от сухости кожи рук. Для этого масло нужно наносить непосредственно на проблемные участки. Улучшение состояния кожи, волос и ногтей. Используют кунжутное масло для выполнения массажа. Его применение позволяет снять мышечный спазм, омолодить дерму, ускорить регенерацию тканей. Чтобы получить максимум пользы из продукта, его обязательно нужно принимать внутрь. Применение кунжута. Кунжут применяют в различных сферах – в косметологии, кулинарии и медицине.
Чтобы получить от продукта максимум пользы, его необходимо включать в рацион регулярно. Это позволит поддерживать уровень холестерина в норме, бороться с артритом, контролировать содержание сахара в крови. Если время от времени употреблять в пищу булочки с кунжутной посыпкой, эффекта не будет. Семена кунжута можно добавлять в такие блюда, как брокколи, приготовленные на пару, картофель фри, хлопья, кексы и хлебобулочные изделия, сухари, йогурты, фруктовые соки, салаты, соусы, гарниры, хумус. В фармакологической отрасли кунжутное масло используют в изготовлении мазей, гелей, пластырей, жирорастворимых препаратов. Его применяют для лечения тромбоцитопении. Рецепты на основе кунжутного семени для лечения запора. Смесь нужно употреблять регулярно, до тех пор, пока все симптомы болезни не будут купированы. Для ее приготовления потребуется 2 чайные ложки кунжута и 1 столовая ложка меда. Запивают получившуюся массу стаканом воды. При невралгии каждый день нужно употреблять в пищу столовую ложку кунжутного семени, смешанного с медом. Для лечения мастита компресс с перемолотыми кунжутными семечками и маслом накладывают на проблемную зону 1 раз в день. Для лечения геморроя справиться с болезнью помогает отвар кунжутного семени. Для его приготовления в течение 5 минут варят столовую ложку семян. Жидкости потребуется 0,5 литра. Получившийся напиток выпивают в течение дня. Кунжутное масло активно используют в косметологических целях для улучшения состояния кожи. С его помощью можно снимать макияж по вечерам. Хорошо делать маслом массаж. Рецепты на основе кунжутного масла. Маска для сухих волос. Смешивают 5 столовых ложек масла с небольшим количеством меда. Наносят получившийся состав на корни волос, тщательно втирая его в кожу головы. Обязательно нужно распределить средство по всей длине волос. После завершения обработки на голову надевают полиэтиленовый пакет или шапочку для душа. Оставляют маску на 1,5 часа. Волосы тщательно промывают с использованием шампуня. Чтобы получить видимый эффект, маску нужно использовать 2 раза в неделю. Увлажняющий крем. Он подходит для ухода за сухой кожей, склонной к шелушению. Его добавляют в ежедневные кремы, в тоники и маски. Можно использовать крем как самостоятельное средство. Для его приготовления потребуется 3 капли кунжутного масла и 40 граммов глицерина. Все компоненты смешивают друг с другом и наносят на чистую кожу. Через 20 минут остатки масла убирают с лица салфеткой. Вред и противопоказания кунжута. Ожирение. Кунжут способствует потере массы тела, но употреблять его нужно в умеренных количествах. Необходимо помнить о том, что семечки имеют высокую калорийность, поэтому их переедание будет способствовать набору килограммов. Рак кишечника. Если потреблять семена много и часто, то могут возникнуть проблемы со здоровьем. Ученые установили, что избыточное поступление в организм семян кунжута может спровоцировать появление ожога на слизистой оболочке кишечника. Такие повреждения грозят злокачественным перерождением. Это опаснейшее заболевание, которое часто заканчивается летальным исходом. Дивертикулез. Кунжутное семя может стать причиной формирования дивертикулов в кишечнике. Это своеобразные мешочки, которые образуются во внутренней стенке органа. Они приводят к болям в животе, запору и другим побочным эффектам. Аллергия. Если у человека имеется непереносимость миндаля, семян чиа, семян льна, то употреблять кунжутные семечки ему нужно с осторожностью. Высока вероятность того, что у него возникнет аллергическая реакция и на этот продукт. Диарея. Кунжут обладает послабляющим действием на организм, поэтому его переедание может привести к стойкому разжижению стула. Анафилактический шок. Эта реакция характеризуется быстрым нарастанием симптомов аллергии, которые проявляются хрипами, отечностью дыхательных путей, судорогами и прочих. Анафилактический шок может привести к летальному исходу, если вовремя не будут предприняты необходимые меры. Кожная сыпь. Если употреблять кунжут часто и в больших количествах, то можно спровоцировать появление кожной сыпи. Ее элементы имеют красный цвет и сильно зудят. Облысение. Кунжут полезен для волос, но его избыточное поступление в организм может дать кардинально противоположные результаты. Кожа головы станет слишком жирной, а волосяные луковицы, напротив, иссохнут. Это спровоцирует выпадение волос, а в тяжелых случаях может даже привести к облысению. Болезнь Вильсона. Эта патология приводит к избыточному накоплению меди в печени, поэтому людям с таким заболеванием нужно отказаться от употребления кунжута. Опасность для беременных женщин. Если употреблять кунжутное семя на ранних сроках беременности, то повышается вероятность выкидыша. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу.
Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик.